Хотите печеньку, но нет духовки? Мы сейчас решим с вами эту проблему. На связи Стася Лимонова и мой блог о полезной кухне. Ну а чтобы тебе было вкусно, не забудь подписаться и поставить лайк. Печенька очень простая, будет состоять всего из 2 слоев. Песочный слой и карамельный. Давайте приступим. Нам нужна ровная поверхность, в моем случае это доска. Я обмотала ее пищевой пленкой для того, чтобы потом без проблем снять нашу заготовку. И форма, она может быть любой. В моем случае это квадрат 15 на 15 сантиметров. Эта форма идеально подходит под наши ингредиенты. У нас используются 2 вида муки. Это кокосовая мука и миндальная. Мне необходимо их перемешать хорошо между собой. Просеивать необходимости нет, потому что мы замешиваем все это в такую плотную тягущую массу. Запекаться пирожное не будет. Я перемешала 2 вида муки между собой, теперь добавляю буквально щепотку соли. Соль у нас является усилителем вкуса. Не пропускайте этот момент, он важен. Вот эти 2 вида муки будут создавать приятный, песочный, знакомый нам вкус. Все просто. Сюда осталось добавить подсластитель, сироп топинамбура и кокосовое масло для того, чтобы соединить нашу массу. Я вливаю 2 столовые ложки растопленного кокосового масла. Растопить его обязательно, чтобы оно равномерно разошлось по массе. И теперь хорошо замешиваю. Если не получается справиться ложкой, можно помочь руками. Для того, чтобы наше будущее печенье имело липкую консистенцию, мне нужно прямо вмешать масло в эту смесь. Я обязательно вот так вот рукой буду замешивать так называемое тесто. Смотрите, какая красота! Даже по цвету и по консистенции наше тесто похоже на песочное печенье. Пахнет немножечко миндалем, немножко кокосом. Тесто очень липкое, образует комочки. И сейчас я буду утрамбовывать его в форму. Прижмите его хорошенько, чтобы образовалась единая плотная масса на поверхности нашей доски. Я полностью разровняю тесто, и вот так оставлять его нельзя, иначе после застывания оно рассыпется. Мне нужно, чтобы оно склеилось между собой, и я его прижму вот таким образом. Хорошо, прям не стесняйтесь надавливать на него массой тела. Вот теперь наш нижний коржик готов. И мы приступаем к приготовлению карамели, которую зальем сверху печенья. Для начала необходимо залить финики водой. Здесь у меня 130 грамм. Это финики уже без косточки. Им нужно постоять 10-15 минут в воде. Можно комнатной температуры, для того, чтобы они потом легко взбились. Наши финики набухли. Я слила с них воду и промыла чистой водой пару раз. Теперь я взобью их в пасту в блендере. Если у вас финики набухли не так сильно, как мои, вы можете добавить 1, максимум 2 столовые ложки обычной чистой питьевой воды, тогда паста взобьется легче. Я попробую пока без воды. Посмотрим, что получится. Для того, чтобы взбивать такие плотные пасты, я использую блендер с S-образным ножом. Он, по моей практике, лучше других справляется с подобной задачей. Что важно, финики очень плотную имеют консистенцию. Для того, чтобы они у вас не раскидались по стенкам блендера, начинайте на очень маленькой скорости. А потом, когда они уже превратятся в пасту, скорость можно будет увеличить. Финики уже имеют консистенцию пасты, мы их потом еще немножко довзобьем. Но уже сюда можно добавлять урбеч из кокоса. Его предварительно тоже обязательно растопить, иначе он у вас будет кусочками в финиковой пасте. Я сейчас сразу сюда добавлю еще щепотку соли для вкуса и буду продолжать перебивать все в общую массу. У нас уже хорошо перемешалась финиковая паста и кокосовый урбеч. Теперь сюда можно добавить 2 столовые ложки кокосового масла и взбивать на высокой скорости для того, чтобы получше перемолоть кожуру от фиников. Я считаю, что взбила я хорошо, паста у нас готова. Это будет карамельное наполнение нашего печенья. И теперь нам нужно его выложить сверху на первый корж.
Все, до последней капельки обязательно, чтобы было послаще да повкуснее. И теперь я второй слой также равномерно распределяю по всей нашей форме. Но если будут какие-то погрешности, это не страшно. Можно даже наоборот создать какой-то узор. Наш карамельный слой я уложила сверху на печенье. Самая главная задача была не съесть его в процессе сборки. Теперь мы убираем печенье в морозилку, желательно на ночь. Нам нужно, чтобы оно полностью проморозилось, и после этого будем разрезать его на части и покрывать шоколадной глазурью. Наше печенье простояло в морозилке целую ночь. Теперь мы его разрежем на 9 частей и после этого покроем шоколадной глазурью. Этот шаг, кстати, можно пропустить. Даже без глазури оно вкусное, сладкое и с таким насыщенным вкусом карамели. Но мне больше нравится с шоколадом. Для того, чтобы нам извлечь печенье из формы, нам нужно либо вот таким образом форму отодвинуть от печенья, либо пройтись по краям ножом. Я готовлю шоколадную глазурь, ее рецепт уже показывала. Сейчас на водяной бане вот у нас растопилось какао-масло. И у меня еще приготовлен какао-порошок и перемолотый в кофемолке кокосовый сахар. Все это мы смешаем, и наша глазурь будет готова. Когда замешиваете шоколадную глазурь, уделите особое внимание комкам, поскольку какао-порошок очень склонен к комкованию. Промешать глазурь надо старательно. Наша глазурь готова. Сейчас для того, чтобы было очень просто, я залью просто верхушки печенюшек прямо на тарелке. Можно использовать решетку для глазирования, либо макать наше печенье в шоколад, но эти способы сложнее. Я решила для аромата использовать сублимированную клубнику. Это не обязательный штрих. Вы можете посыпать глазурь чем угодно. Можно даже использовать какие-то орешки перемолотые, семечки. Можно использовать просто глазурь. Приступим. Наше песочное печенье с карамельной начинкой и под шоколадной глазурью готово. Если вы будете использовать решетку для глазирования, у вас, конечно, будет намного меньше расход шоколада, но мне пропорций хватило ровно на наши печенюшки. Их желательно хранить в морозилке, перед употреблением немножечко разморозить. Вам приятного чаепития и не забудьте написать в комментариях, понравился ли вам вкус печенюшек.